Здравствуйте, мы ведем наш репортаж из-под джипа второго поколения. Ситуация намекает на то, что мне нужен комфортабельный трактор, если не к посевной, то хотя бы к уборочной. Для этого нужно вымести багет из гаража, а для этого нужно поломать шрус, завернуть рулевые сошки, приварить вешалку для баги, собрать парочку максимально коротких больших стоек и подумать, как это всунуть наперед, отведать резинового чая. Пустить бензин из топливной рампы по проводке, и это не шутка. Выпустить тумблерного джина, загадать хорошую работу подвески, проверить исполнение желания спереди и сзади. Ну а теперь поведаю вам детали этих и других процессов. Для начала я решил купить усосанный домкрат и привести его в чувство ремонтом этого штока. Идеальнейшим образом мне подошел кусок подвески козла, то есть УАЗика, шток от которого я приварил к букве «П». Берем компот всесезонный вишневый, меняем кольца уплотнительные на новые, собираемся и работаем. Во время тестов на горке случился жданный нежданчик, у меня шпокнул шрус. Ехать машинка стала катастрофически плохо, а я был один, в пердях, в низине, а пульт от лебедки я оставил в гараже. Сперва я пробовал выехать в натяг, но баги наотрез отказывалась ехать прямо. Дальше дело пошли еще хуже, и я стал закапываться еще на этапе разгона. Чё там по газульке? А это лишь полспуска. Тут меня внезапно ставит поперек дорожки. Следующие 1,5 минуты, видя, я буду выезжать отсюда. Давай, машинка, шкребись. Это было очень близко, но мне еще метров 10 до дороги. Еще разок. Прекрасно. Го гараж. Так как задняя полуось у меня самодельный и внутренний шрус это поделка из внешнего, делать его немного времени тратно, а сам корпус шруза не пострадал. Я просто решил пересыпать внутрянку из донора. Делай раз. Делай два. Делай готово к новым поломкам. А ускорила выход этого видео дырка. Так у меня появилось свободное от гаража время, убедившись в отличной работе задних стоек на прыжках через эстакаду. Я захотел такие же наперед, только еще круче. По старой схеме нам понадобится такая парочка. И такая парочка с дуплом на 8 мм, что значительно лучше и проще вот этой порнографии с медяхой. Для начала нужно избавить аморт от кожуры и отрезать уши.
Вместо отрезанного уха мы будем накручивать на шток кусок полуоси от поджирика. Теперь запускаем стругалку. И болванка превращается в направляшку. Добавляем всяких разных круглых штук и собираем до кучи 2 направляшки пружин. Слева сейчас клапан Беломорта, который открывается в ненужном мне направлении, а справа Китай клапан, который открывается в обоих направлениях с разной жесткостью. Если вы смотрели мое первое видео про койловеры, то помните, что я подумывал над хитрым донным клапаном, который бы открывался в нужном мне направлении. Знакомьтесь, солянку из 2 клапанов открывается только при сжатии подвески на моем амортипере-вертыше. Скажу более, из-за такого клапана мне не пришлось абсолютно ничего менять в основном наборе шайб и отверстий на штоке. Все осталось по заводу. Сжатие, есть открытие. Нужно только подырявить немного внутреннюю колбу. Надырявил я сперва все вот так. Но гидроотбой внутри амурика не получился, так как донный клапан сейчас открывается на сжатии. Пришлось добавить отверстие от залипания аморта в крайне сжатом положении. Облагородить все это дело мне помог вот такой наборчик колупалок Салика. Для надежности баги я решил добавить немножко 66-го. Из внутрянок его аморта получается неплохой расширительный бочек для масла. Точим, привариваем пипсики, добавляем колечки и вуаля, парочка четких бочков для масла воздуха готовы. А вот и крепы на раму под них. По накатанной топим колбу и скручиваем стойку. Для начала соберем вариант с усиленной пружиной от B3 и классики. Убедимся, что баги не просядет ни насколько, и пойдем искать пружину помягче. Меняем зад-посад на гольф 3 зад. Смотрим, что там нам нужно по отбойнику. И добавляем кусочек козла Хантера. Вырезаем новые крепы на рычаги из 2-слойного чермета и свариваем в однослойный. Варим, красим, вымеряем, получаем красоту. Все просело как нужно, вылет ограничиваем ремнями. Настало время тестов. Перед переходом на мазовский койловер я заменил передние пружины в старых стойках на более жесткие. Так складывались в гармошку мои старые пружины. Ужас. Ужас с другого iPhone ракурса. Говорят, у них платная опция горизонтальной съемки. Теперь очередь ЖГ классики перед. Этот вариант жестче. В отбой, но поинтереснее. Пара кадров про отрезайку. На кого нахуй? Айда кидать об землю самое интересное. Айда кайф. После столь удачных тестов пора бы и грехи смыть. Да. Продолжим. Дальше по плану мини-тесты в ближайшем пустыре. Разгон набрать негде, едем искать рельеф получше. Тут мы и протестируемся.
По запросу усиленная сошка я ожидал увидеть немного другое. К этому я подготовился еще 3 года назад, прикупив бронеджип. Нам понадобится вставочка из двери. Сделал по инструкции из интернетов. Ну и сошку с редуктора тоже усилил как по заводу на спортвазах. Кстати, выровнял я эту сыромятину болтом и трубами. Сошка от Mitsubishi в шоках от этой дичи. Маятник, к слову, тоже. Это уж надо было додумать сосадить сошку на прямую посадку. Гениально. Почти 50 лет прогресса. Приблизительно миллиметр, блядь. Эта поделка проехала километров 300 и пошла к трактористу. Перерыв, и займемся задними койловерами, предварительно сводив джип на водопой. Вот эти капли масла и стали первопричиной переделки задних стоек. Сразу после теста впереда я прикупил такой наборчик. После разбора нашлась всякая херня прямо под сальником штока. Так как ради видосов работы задних стоек я катал без чехла, передний привод хорошенько все тут зафаршмачил. Вторая недоработка — это масло в воздушной части. Поэтому добавляем второе кольцо на поршенек. Также привариваем дупло побольше вместо пипсиков поменьше. Не помажешь — не поедет. Особенно в плане резины. Далее устраним третий недочет. Дырявый донный уже не клапан. Для этого сперва сделаем оснастку из куска штока аморта УАЗика. После зафиксируем в ней круглый кусок чермета. Сошкребем и высверлим металла до такого вот вида. Далее заглянем в отдел с падшими амортами. И найдем там шайбку, способную перекрывать просверленные отверстия. Скручиваем болтом на 8. Берем главный ошметок донного клапана. Вставляем в него нашу поделку. Вуаля, прототип нужного клапана готов. Айда приварим все это дело. Ёбаный в рот. Эта херня не варится бластером. Он типа капризный, но у меня есть сварка попроще. Ей похер кого жарить. Да хоть горящий металл, из которого течет масло. Вот это поворот! Думаю, не отвалится. Допиливаем и дошлифовываем до такого состояния. После насовываем эту херь, так как она выбирает зазор при установке клапана в колбу. Косяк 4. Лишнее сверление колбы на этапе экспериментов будем устранять шариком от подшипника. Жарим малыми токами, чистим, наблюдаем, чё внутри, все норм. Медяха с 4 диаметром по внутрянке не справлялась со своей задачей. Ее заменит 8-миллиметровый шланг с резьбовыми пипсиками. Пружины я, к слову, решил немного прослабить, а чтобы клиренс не потерять, длину аморта увеличить. Сбрасывать зад багета об землю я думал при помощи такой лебедки. По такому случаю я даже заплел новый крюк и даже задумал гайка-вертоподъем. Но даже через блок эта херня не жизнеспособна. Нам поможет поджерик. Замедленная запись, как было до. А теперь с обновками. Раскачка ушла. Ну и с другого ракурса. Кот прибалдел, когда я ему это показал. Напоследок меня заинтересовал расход компрессии и топлива этого мотора.
Свечки как бы намекали на неромантический ужин. Сняв рамку, я колупалкой доломал надломанную форсунку. На следующий день я купил максимально похожую на мою рампу с многодырочными поливайками. Раз цифра на конце больше, значит форсунки лучше. После замены уплотнительных колечек течь из проводки была устранена. Тестим распыл и валим освобождать гараж для старого нового проекта, трактора на базе Jeep Grand Cherokee. Предварительно выкинув новый выключатель массы, который пропускает только 2 вольта.